Всем привет, с вами Тори, и сегодня мы с вами обсудим инфраструктуру Web3 и влияние CUDAS. Одно слово находит отклик во всех описаниях Web3 — децентрализация. Web3 стремится к более прозрачному децентрализованному интернету, и CUDAS входит в число дальновидных проектов, способствующих массовому внедрению этой блестящей инновации. Предыстория Web3 является очень интригующей. То, что мы знаем и чем наслаждаемся сегодня как Web3, началось как Web1 в эпоху, когда обрабатывались данные, доступные только для чтения. Однако господство всемирной паутины было недолгим из-за неустойчивости использования интернет-протоколов для взаимодействия между серверами. Это проложило путь к развертыванию инфраструктуры, которая породила Web2. Модернизация интернета плюс массовый рост Web2 привели к тому, что пространство Web2 наполнилось тоннами контента и данных. В мгновение ока чрезмерная зависимость от централизованных структур обеспечила технологическим денежным мешкам возможность монополизировать Web2. Новаторские идеи долгое время после этого не появлялись. Несмотря на это, Web3 останется здесь навсегда, и CUDAS вносит свой вклад в бурный рост Web3. Как CUDAS сделает так, чтобы это произошло? Это блокчейн уровня 1, устраняет недостатки родственных блокчейнов с помощью преимуществ децентрализации, таких как конфиденциальность, масштабирование и отсутствие доверия. Какой подход у CUDAS? Еще большее укрепление массового внедрения Web3. Еще один козырь в рукаве блокчейна CUDAS — это набор стратегических партнерств, созданных для ускорения достижения целей Web3. Tinga и Meld содействуют программе финансовой эксклюзивности CUDAS для Web3. Как мы говорили ранее, Web3 хорошо известен тем, что не вызывает доверия, открыт и не допускает никаких ограничений. В сфере финансов такая прозрачность означает, что она способна предоставлять пользователям надежные финансовые услуги. CUDAS воспользовалась преимуществами своего блокчейна, объединив усилия с Tinga, чтобы оказать влияние на более чем 10 миллионов жителей Нигерии в рамках партнерства, которое финансово расширяет возможности нигерийцев из всех слоев общества. Этот гениальный шаг сделал CUDAS первым блокчейном, использующим смарт-контракты для подключения пользователей к масштабируемым вычислениям. И это еще не все. Нигерийцы также имеют доступ к децентрализованной вычислительной сети CUDAS. Любой энтузиаст блокчейна, проявляющий активный интерес к DeFi, подтвердит тот факт, что DeFi еще долгое время будет жизненно важной частью Web3. Все это благодаря способности DeFi обходить традиционные институты. Имея это в виду, CUDAS сотрудничает с Meld, протоколом DeFi, который поможет CUDAS предоставлять пользователям эффективные финансовые услуги. Как CUDAS сделает так, чтобы это произошло? Через кошелек Meld App, который будет интегрирован в инфраструктуру криптодобычи блокчейна CUDAS, это приложение будет иметь простой, мобильный и удобный веб-интерфейс для приятного использования пользователями. Второе и главное партнерство CUDAS с Cosmos. Это сотрудничество позволит обеспечить межцепочную связь. Механизм очень прост. Cosmos является основой блокчейна CUDAS, и его функция заключается в том, чтобы разрешить передачу токенов, NFT, данных и активов из одного блокчейна в другой через протокол связи между блокчейнами. CUDAS — это все, что нужно для снижения барьеров входа, позволяя разработчикам создавать dApps на CUDAS. Открыв магазин с Cosmos, CUDAS стала первой сетью, поддерживающей NFT в сети Cosmos. Еще одна победа этого долговидного блокчейна. Наконец, что касается партнерских отношений. CUDAS совместно с AMD и GOATY продвигает награды Web3 Gaming Rewards. Это партнерство предоставляет собой синхронизацию игровой экосистемы GOATY с приложением для монетизации CUDAS. Эта синхронизация позволяет пользователям получить вознаграждение, и все становится лучше. Награды можно обменять во внутриигровом магазине GOATY, и это партнерство поддерживается аппаратным гигантом AMD. CUDAS прилагает все усилия в своих инициативах Web3, и эти партнерские отношения только начало. Отсюда и приоритет в разработке вычислительной платформы CUDAS. Ни одна сеть не является по-настоящему децентрализованной, если она работает на высокоцентрализованной облачной инфраструктуре. Децентрализованное приложение на централизованной инфраструктуре не имеет никакого смысла и не решает никаких проблем.
Основой Web3 являются централизованные облачные вычисления, и этого невозможно достичь, если DApps не работают в централизованной облачной инфраструктуре, распределенной среди большого количества людей. А с помощью CUDA Compute пользователи могут зарабатывать за совместное использование своего компьютера каждый раз, когда они предоставляют свое дополнительное оборудование. Всем огромное спасибо за просмотр, до новых встреч, пока!